Всем добрый день, меня зовут Ольга, и я являюсь представителем компании Гура Декор. Хочу произвести обзор материалов коротко, какие мы предлагаем для своих клиентов. Один из материалов – это декоративная штукатурка. Декоративная штукатурка в наших отделах – это торговая марка Effectum, производство город Пенза. Вот так вот выглядит этикетка. Эту декоративную штукатурку и все комплектующие вы можете купить только в салонах Гура Декор. Мы будем рассматривать несколько вариантов нанесения декоративной штукатурки. Мы должны подготовить стену, она должна быть у нас идеально ровная, гладкая, то есть готовим стену под покраску. Первый слой – это у нас краска. То есть мы подготовили и заколеровали краску. Я вам покажу, как она наносится. Краска расходуется на один слой, она достаточно высокоукрывистая, влагостойкая. За один слой можно укрыть стену. У нас образец это планшет МДФ. Примерно так укрывает она. Посмотрите внимательно. То есть краска высокоукрывистая и влагостойкая. То есть если бы у нас здесь был маркер, то он бы легко закрасился. Когда мы красим стену под шелк или подобные материалы, кристалл, караваджо, то есть нам нужен валик с мелким ворсом. Нам не надо вот такую шубу создавать. Тоненько раскатываем, и она укрывает. Вот, я один раз макнула валик. Один раз. И укрыла весь планшет полностью. Расход краски в среднем 150 грамм на квадратный метр. Некоторые считают 200 грамм. 200 грамм это на 2 слоя. Кто хочет 2 слоя, то пожалуйста. Но в принципе одного достаточно бывает. Также эту краску вы можете использовать как покрытие для потолка, просто покраска стен. Не обязательно мы ее готовим под штукатурку. То есть, как самостоятельное покрытие, эта краска вполне, она не оставляет разводов, она не полосит. Укрыли, пожалуйста. Все прокрашено с одного слоя. Мы ждем, когда планшет подсохнет, и возвращаемся к нанесению финишного покрытия. Мы подготовили планшет под декоративные краски. Как раньше уже мы рассказывали, краска профи есть в 2 базах, в базе А и в базе С, как все нормальные краски. Высокоукрывистая, влагостойкая, моющая, укрывает в один слой, расход в среднем 150 грамм на квадратный метр. Если нужно 2 слоя, ну, порядка 200 грамм на квадратный метр получится. То есть мы краску подколеровали, покрасили планшет. Под любое декоративное покрытие тонкослойное мы красим. Покрасили. Дальше я хочу показать вам материал. Веченца. Декоративная краска с эффектом песчаных вихрей. То есть она есть в 2 базах. База М и база С. С она перламутровая основа, то есть песочек такой собирается на перламутровой основе. И есть еще веченца М, она на матовой основе. Разница в чем? Ну, это, во-первых, совсем разные эффекты, они по-разному выглядят. И база М, она не так сильно выявляет дефекты стен, как база С. Ну, кто работает с материалами декоративными, тот знает, что перламутровые и глянцевые покрытия выявляют дефекты сильнее, чем матовые. Так вот, у нас есть в компании Гура Декор в салонах песчаное покрытие на матовой основе. Обратите на это внимание. Теперь мы покрасили, ну, задали такой фон, красивый, между прочим. И я хочу показать нанесение на темный фон краски белую веченцу. Мы нанесем ее не белую, а не колерованную. То есть наносим материал кистью влажненькой, наносим полностью по поверхности. То есть обратите внимание, что она не колерованная. Наносим сплошь. То есть без всяких вот таких вот пробелов. Например, покрыли, осталось проплешина. Такого быть не должно. Поверхность покрывается полностью.
Если люди делают самостоятельно у себя в квартире, ну, например, приобрели у нас материал, прошли мастер-класс и наносят. Я всем это говорю при встрече, но еще раз хочу уточнить. Лучше делайте вдвоем. Один наносит вот таким образом, а второй человек растушевывает, формирует рисунок. То есть вот что мы делаем. Мы полностью покрываем поверхность, без пробелов. То есть вот мы покрыли, да? Берем другую кисточку сухую и вот растушевываем тихонечко. То есть мы таким образом собираем вот этот вот песочек в островки. Стараемся не оставлять полос от кисти. Так, опять же смотрим, как вот на все штукатурки перламутровые, смотрим сбоку. То есть все дефекты видны снизу и сбоку. Когда вы смотрите, вот вы наносите штукатурку и смотрите прямо, вы не видите дефектов, вы видите их сверху, снизу, сбоку. Получается, все видели фон, что он был синим, темным. Перламутр сделал стену светлее, то есть он поглотил насыщенность. Одновременно цвет фона все-таки остался синим, хоть он и стал светлее, а вот песочек, он беленький. Если вы хотите эффект, чтобы и песочек был подколированный, ну, значит, надо колеровать и тот, и другой материал. И краску, подложку, да, профи, и саму ветченцу. А если вы хотите белый песочек, то, соответственно, колируем только подложку. И цвет берем насыщеннее, с учетом того, что он станет светлее. Ну, в принципе, вот, я думаю, что... Если у кого-то есть вопросы, вы их можете всегда задать в отделах ГУРа Декор. Мы находимся торговый центр «Матрица», молл «Матрица», Баранова, 87. Строительный центр «Азбука ремонта», молодежная 107Б, 144 отдел. В «Матрице» отдел 9. Ну, там везде есть вывески ГУРа Декор. Торговый центр «Новый дом», Орджоникидзе 2, офис 5. Ну или вы можете позвонить по телефону 56 90 12, если вы приобрели материал и у вас есть вопросы по нанесению. Неважно, будете вы ли просто клиенты обычные, покупатели, или вы мастера, кто наносит, но с нашим материалом еще не знаком, вы всегда можете в любое время позвонить и задать вопросы по нанесению. А также вы можете прийти сюда и вживую попробовать вот это нанести, мы вам детали, все тонкости расскажем. Все на видео передать невозможно. Ну и также у нас есть еще услуга вызов мастера на объект. Это услуга платная, но в течение часа мастер может подъехать и за совершенно небольшую сумму на месте прямо вам показать, как это наносится, где какие могут быть заминки, где вы споткнетесь, подскажет вот эти вот детали. То есть часа вполне достаточно, и вы можете этим воспользоваться. Всем спасибо, до свидания.